Всем привет, дорогие друзья! Прошу прощения за такое необычное начало. Я просто уже сказал пару слов, потом увидел, что камера не включена, но вот сейчас вот договариваю. То, что вы пропустили, это я за Софочку говорил. Молодец, девчонка, уже и штатив пододвинула, и это сделала, и то, и тут все, провода замотала. Короче, что пипец, девка принимает непосредственно активное участие. Моя девочка. Так, стоп, она на полку наверх. А это и ни в коем случае нельзя. Ребят, у меня сегодня куча новостей. Сейчас все буду рассказывать. Прежде чем продолжу, хотел бы извиниться за прошлое видео, что меня там бомбануло по поводу одного персонажа с форума. Ребята, знаю, это к нашей теме никак не относится, но трудно мне себя сдержать, потому что каждый раз, когда вот с подобными перцами сталкиваюсь, меня выворачивает наизнанку. Вот бубнит, переворачивает все, как лещ на сковородке скачет, прычет. Вот это вот вранье все, оно просто убивает. Ведь человек же знает прекрасно, что это не копия. Это два разных станка. Вот будь я маленько похитрожопей, не скажи никому, что это сделано с прообраза спорта. А так вот просто взять, вот это все переработать, вытащить, вот так сказать, пацаны, смотрите, о, я сделал. И не было бы вопросов, потому что поставив два станка рядом, их не узнать, это совершенно разные станки. И этот чукча, ой, прошу прощения, этот человек знает это, выходит и вот это все сопли жует. Каждый раз, когда я вот на форуме зарываюсь, мне, к сожалению, очень плохо на форумах, там вот это все этими персонажами забито. Я не могу их понять, на каком языке они разговаривают, мне бомбить, бесить начинают. Вот вы выходите и говорите, Иванов, смотри, вот нужна выемка на нижней плите под ручку. Я все понимаю. Потом хлоп, снова вы выходите и говорите, так, Вадим, слушай, ну выемка там лишняя, ты что? Ну, каждый свою ручку захочет поставить там и не поставит, там у него ручка тоньше проваливаться будет, не закрутится. Я говорю, ладно, хорошо, выемки не будет. Следующий день вы снова выходите и говорите, не, ну ты что, ну выемка нужна там как. Вот это я понимаю, о чем речь. Но вот когда вот такие вот люди, я их не понимаю. Ребята, взрослые, прекрасно себе отдаю отчет, что будет еще больше, поэтому мы эту тему прямо сейчас закрываем. Давно не было этих гастарбайтеров. Вот сейчас вот забежал, попортил кровь маленько, поэтому вылилось. В следующий раз просто, если кто-то появится, я его тихо, мирно так куда-нибудь в баню отправлю, да и все. Ну, чтобы не мешали спокойно разговаривать с людьми. Так вот, новости. В четверг вечером обещали, что будет готово 3 варианта нового станка. Уже с теми изменениями, которые я вам говорил, что мы внесли. В четверг я не успею поехать, потому что это на другом конце города. Скорее всего, в пятницу утром я поеду. Если все будет так, как говорят, то следующее бритье я вам смогу показать уже измененную машинку, измененный станок, как он будет выглядеть, уже со всеми внесенными, исправленными, дополненными вот этими вещами. И на этот раз уже вместе с ручкой. То есть ручка будет именно та, которая будет идти в наборе. За это же время там экспериментальные детали отослали одну на пескоструйку, другую на голтовку. Я посмотрю и сравню. Если оба достойные, то, возможно, сделаю пополам. То есть пополам, пымс, половина того, половина того. Если что-то мне покажется более достойным, ну тогда все сделаем. Что там будет, пескоструйка и голтовка, что я не знаю, я еще не видел, посмотрю. Ну, вас услышал, обработка будет обязательно. Как по мне, так без обработки он тоже неплохо смотрится, но абсолютное большинство в комментариях из вас все высказались за финишную обработку. Значит, она будет, все хорошо. По тому, что будет ли в этом году или нет, ребята, тут новости неутешительные, потому что ручки, скорее всего, будут готовы уже до 20 числа, возможно, даже еще и раньше. А вот сами плиты обещают только 25-го. Но это плиты. А еще же проверка, а еще же финишка, а еще же лазерное нанесение информации. Ну, то есть, как быстро это все будет, я не знаю, ребята. Честно сказать, меня вот это вот больше всего расстраивает, потому что, ну, с 1 по 10 января все мы знаем, что из себя Россия представляет. Это только военные, наверное, там на шухере сидят, а все остальные от вольного. Да, официально некоторые 3-го начинают работать, но что это за работа? Это, считай, до 15 января всю страну так выключили, да и все. Поэтому будем посмотреть. От всей души надеюсь, что так не будет, но если будет, я вас предупредил, а что же будет? А будет
станок 3900, я вам уже говорил. Голова отдельно, без ручки, 3300. Да, ребята, это самый дорогой элемент. Подставка под станок, фирменная, с логотипом, без номера, но тоже с финишкой. Это будет 600 рублей, ребята. Ручки. Самая дорогая будет 1200, самая недорогая получается 750. Вот в этих пределах ручки и будут. Более подробно вы сейчас наверняка где-то вот здесь вот эту вот таблицу видели. Цена станка 3900, это без упаковки. Сколько будет стоить упаковка, ребята, я не знаю. Не думаю, что дорого. И не думаю, что стоимость упаковки ляжет вот на ту цифру, что я озвучил, 3900. Ну, потому что, да, мог бы сказать, ребят, ну вот упаковка еще, вот давайте 4400. Но мне кажется, это неправильно. То есть постараемся сделать нормально. Вот тут мы сейчас бьемся. Я бьюсь за то, что в принципе тонкий гофр, солома декоративная, положил станок, паспорт, закрыл, печать сверху, старт, проверено там, нет, Иванов, все, что еще надо? А Евгений нет, он такой, дядька основательный, он такой, вот так вот. Ты че, Иванов, это первый в мире российский нержавый станок, коробка должна быть, там говно можно запаковать так, что люди покупать будут. Нужна, вот, я не знаю, что из всего этого получится, но, блин, пока вот по упаковке, да, засада. Ну, посмотрим. Итак, я начитал ваши комментарии, поэтому сегодня в одном станке у нас будет биг, да, ребята, биг, хром, платину, все как договаривались, а во втором станке у нас будет астрочка зелененькая. Я пока разговаривал, вы уже наверняка успели рассмотреть. Парни, у меня нет того дичайшего, которое было, когда я другими станками пробовал ежедневно бриться. Возможно, я просто свой не подобрал, где-то он там есть, этот свой, но вот я пробовал на 89 на HG34. Но здесь-то смотрите, вот сегодня будем 4-й раз бриться. Нет вросших волос, нет ужасных пятен, нет тех зон, к которым ты на утро просто боишься прикоснуться, нет того ощущения, что ты повернешь голову, коснешься шеи воротника, а тебе как серпом по одному месту думаешь, да ну в жопу это бритье. Ничего такого нет. Вот. По большому счету, сейчас сам за себя могу сказать, что вот 3 дня подряд бреюсь. Ну, по сути, я уже в ежедневное бритье вошелся. Вот смотрите, вот вы выписьте меня сейчас к нормальным людям. Ну, в смысле, в общество, сказал. Но никто же не скажет, что, мужик, смотри, а что у тебя с шеей? Нет, потому что видим мы каких-то таких вот. Я вот здесь вот ничего такого не вижу. Ну, то есть, по сути, пока справляется. Что будет сегодня, после работы вот с этими 2 лезвиями, узнаем совсем скоро, а бриться будем. Я сегодня еще одного своего хряка вытащил. Мужской материк с железной ручкой. Давно его не было, и что-то так его захотелось. Ну, естественно, сегодня будет лосьон. По поводу лосьона потом в конце отдельно скажу, потому что есть какая-то такая подозра, что не без его участия вот это все происходило. Ну и мыло. Мыло. Я же взял где-то мыло. Сейчас 6 сек, ребят. Шел, не дошел. Это я его и нес из спальни. Софочка между ног забежала, я споткнулся. Упал, сказал волшебное слово, банка вылетела, и я так без нее дальше и пошел. Короче, ребята, вот наряду с этим мылом, я жалею, что 4 дня, а не 5, потому что я бы еще, вот, знаете, наверное, белорусское мыло бы, наверное, прогнал. Потому что такое оно прям душевное, хорошее. Но вот сейчас первое попалось, это от Стаса, который тогда вот они с Александром мне присылали, и который сейчас хрен найдешь. Это я вам скажу, ребята, это просто праздник души. Вот вы ждете бритье, да, вот вы приходите, знаете, что у вас вот это мыло, вы начинаете с этим мылом работать, и у вас просто надо, вот и так-то было хорошо, а так становится еще лучше. Вот такое вот это мыло. Поэтому давайте не будем тянуть, давайте бриться уже начинать. Вы знаете, я, наверное, уже настолько обнаглел, что я сейчас, наверное, даже еще и пришив-то делать не буду. Сейчас сразу компресс, после компресса замочу помазок. И так, знаете, на скоряк типа утром на работу. Так, а какой компресс утром на работу? Это полоснул лицо и в путь, и все, и побежал. Ух ты, блин, губка. Еще стряхну маленько. Чем мне мыло Стаса нравится? Ну, Just a Hobbit, канал Украина. Оно и по своим тактико-техническим очень такое, знаете, душевное.
Но помимо всего прочего, ребята не поленились, еще парфюмерную составляющую такую подобрали, которая прям, вы знаете, она светлая. Светлая. Вот все цвета имеют, свет, запахи имеют какой-то цвет. Ну, что-то темное, что-то средних таких тонов. А вот это светлое, воздушное какое-то, летне-весеннее, восторженное, брызги чего-то такого, брызги радости, брызги еще чего-то. Вот каждый раз вот такое вот испытываешь, когда вот подходишь к этому мылу и ощущаешь его аромат. Я бы не выделил его в какой-то отдельный компонент. Там и цветочные ноты прослеживаются, ну без всякого утрирования такого, знаете, именно такие хорошие, вкусные. Ну, сами посмотрите, то есть. Так, первый, ребята, у нас пойдет Big Chrome. Я сейчас испытываю странное ощущение, вот, как будто я по отдохнувшей коже иду. Вчера я брился на час позже, то есть прошло 23 часа. Она отдыхала не больше, чем в прошлый или позапрошлый раз. Ну согласен с парнями. Маленькая такая, знаешь, злючкость. Злючкость что-то в Big Chrome все-таки есть, присутствует. Софа. Ребенок решил, что ему срочно под ванну надо залезть. Особого дискомфорта пока не испытываю, но второй раз я бы вот Биг сюда бы не стал ставить. Что-то вот эта вот злючность, она все-таки не то чтобы сказывается, но и особого какого-то дискомфорта не несет. Ну просто, а зачем, если этого можно не делать? Вот такой резон. Полно других лезвий, которые уже попробовали на этом станке, они вполне себе вставляют. Мыло пахнет, блин. А какие? Физдер, рапира РПЛ, Пол Сильвер и жилет Платинум. Вот как бы уже 4 лезвия это прошло.
Мгм. Ну точно, как по отдохнувший. Вот сейчас тут против шерсти здесь шел, и как прям и нормально, и хорошо. Так, ну как бы забить понятно. Переходим на следующую сторону, и там у нас зеленая астрочка. Тебе шальная мысль даже пробежала, бурануть сразу против шерсти пойти. Но что-то остановил себя. Не нужны эти эксперименты. Вот план себе поставил, надо до конца по нему и пройти. Вот оно, вот это лезвие. Идет же с той уверенностью грейдера, что и жилет платинум, но без нанесения увечий, которые он нанес. Он здесь вот тогда, вот, мне, по-моему, 2 или 3 коцки поставил, там даже кровь выступила. Ну а здесь тьфу-тьфу, нормально. И прям чувствую, как хорошо идет. Отбик отличается более мягким ходом, бархатистостью, да и, пожалуй, что информативностью. То есть вот там жало вот этого, которое постоянно высовывается, в астре нет. Ну прям душевненько, так я вам скажу. Астрочка так прям как, знаете, как вот припарковалась, дом родной. Ну а этот шермет, я не знаю, видите, не видите? Объем, смотрите. Соскучился по работе, весь из себя такие булки напрягает. Такой, смотри, вот смотри, что я могу, а. Прям, ух. Софа. Глаза вот такие. А знаете, парни, как бы я не материл в прошлый раз себя за то, что поставил новый физер канолевый на правую сторону, помните, он мне тут все разнес, почему-то после него здесь вот кожа себя чувствует гораздо лучше. Не случайно я отметил, как будто она уже зажила. А вот надо вспомнить, что за лезвие было с этой стороны, вот здесь нет. Здесь успело восстановиться, а здесь нет. Вот смотрите даже. Я чувствовал, когда станком вел, я это чувствовал. Лезвие новое, из пачки вытащил. Интересно, девки пляшут. Ну вот здесь вот легкий ежик в обычных своих местах.
все. Мы побрились. Компресс и автошейф. Хорошо. Ну, вот, то, что я говорил. Вот здесь с этой стороны кожа хуже зажила. А здесь вот где была персона, этот физер. Ну, огурец. Я не верю, что это так сейчас астра зеленая побрила. Хотя, доверяй, но проверяй. То есть надо все экспериментировать, все смотреть, все проверять. Я про автошейф не случайно сказал, что скажу в конце обзора. Ребят, вот сейчас по сути вот 4-е бритье. И если бы мне кто-то раньше сказал, что у меня будет станок, я буду 4 дня подряд бриться, и у меня вот так вот будет, я бы не поверил. Я бы первым делом спросил, что за станок. Но почему я говорю за автошейф? Все время был он. Возможно, не говорю, что точно, но возможно он еще какую-то роль оказывал, потому что у него дубильные, вязальные, не на спицах, а вяжущие, эти стерилизующие, обеззараживающие, дезинфицирующие, ухаживающие, увлажняющие, все у него это есть. И как он кровь останавливает, ну это тот же самый квасец, грубо говоря, только хорошо пахнет. Возможно, он еще где-то что-то как-то поиграл. Ну вот здесь вот точки, ну вот не надо было этим смахивать. Сейчас бы вот провели и посмотрели бы, что будет. Вот, кстати, хорошая идея. В следующий раз, если будет какая-нибудь белиберда, она будет дежавюхой. Ну, дежавюется. Все, прошел ор. Вот эта щека показывает где-то, наверное, ну, может быть, градусов 30-40. А это как в самом начале. Помните при первом бритье? Вообще ничего не было. Вот здесь вот сейчас щека горит. А здесь я вообще ничего, извиняюсь, не ощущаю. Вода. Блин. Неужели физер так хорошо работает, а? Интересно, девки пляшут. Вот она, акклиматизация прошла. Ну, что я могу сказать? Лично мне станок нравится, ребят. Вот нравится. Посмотрю еще, как делают финальную, там уберут все, зачистят. Такое, чтобы можно было не стыдно и вам показать. Но вот в таком даже состоянии, в каком он есть, он мне нравится. Понравится ли вам, ну, это мы узнаем. Я не хочу сказать, что, ребята, бросьте все нафиг, вот покупайте только этот станок. Все, вот, нет. Но я хочу сказать, что если кто-то возьмет этот станок, вот мне за него стыдно точно не будет. За станок, а не за того, кто возьмет. Потому что, ну, реально, вот я человек, которому мягкие станки как бы и фи-фи-фи, они нафиг не нужны. Но он-то меня бреет. И при всем при том, 89-я более агрессивная, чем вот этот. Этот какой-то нонсенс, который я сам себе не могу объяснить, почему меня бреет станок, который мягче 89-й головы, притом бреет так, что у меня автошейф с 70 градусами алкоголя на лице расходится как вода, я не чувствую жжения. То есть вот я пока вот это вот не могу сам себе объяснить. Но факт остается фактом, этот станок я держу в руках. В пятницу у меня на руках уже будет 3 образца, без печати, без лого, без номеров. Это 3 тестовых. Если вдруг каким-то боком получится так, что все 3 у меня будут на руках, а куда-то там что-то не разойдется, мало ли, вдруг как-то получится. Так вот, если все 3 у меня будут, я бы хотел предложить следующее. Один станок я бы хотел отослать человеку, который, ну, чуть ли не с основания канала является подписчиком, и который проявил недюжинные знания в бритье. Он достаточно хорошо, квалифицированно, иногда пишет комментарии, но пишет так, что хоть как, вот как конспект по видео, то есть тысяч бамс, стрелял и все. Имя ему Десмон Десир. Да, я знаю, что он не в России живет, где-то дальше, где он не колется. Я сколько раз так намякивал, узнавал, нет, так он не рассказал. Есть подозрение, что в Канаде, но так ли это, я не знаю. Так вот, Дмитрий, если вдруг тебя устраивает мое предложение, мне нужен твой адрес и один станок я тебе вышлю. С какой целью? Ну, во-первых,
спасибо за долгое и плодотворное сотрудничество. А во-вторых, мне очень-очень-очень интересно, что ты об этом думаешь. Я успел тебя изучить за эти годы, и я точно знаю, что если ты найдешь что-то там нехорошее в этом станке, ты молчать не станешь, ты скажешь об этом. А независимый отзыв — это вот как раз вот то, что мне нужно. Пиши, отправлю. А вторые два, ребята, это наши. Один, Софа, ну что ты. Только решил пацанов назвать, так Софа аж чуть на жопу не упала. Это двое. Это один Атник и Антон, ну а другой Александр Тернавский. Все вы их хорошо знаете. И причем, знаете, не только по каналу, они старые подписчики канала, но тем не менее, это те люди, которые вхожи на все форумы, на этих форумах их знают как кого, почему именно им. Ребят, по многим причинам, очень важным для меня, это те два человека, которые очень-очень хорошо разбираются в бритье. Не то, что они новички, они фанаты, реально фанаты, замороченные. Вот те, которые собирают, там вот это, у них не по одному мылу, у них не по одному станку, у них не по одному дарам, у них всего дофига. Бритье — это их второй дом. Так как они разбираются в бритье, немного таких людей. Есть, они не единственные, но таких немного. Я даже больше чем уверен, они больше меня разбираются в бритье. Так вот именно поэтому хочу отправить обоим этим парням, и Александру, и Антону. И еще одна причина. За это время мы успели узнать друг друга, и эти парни показали, что в их случае можно рассчитывать на беспристрастный обзор. Если им что-то не нравится, их молчать не заставишь, они это скажут. Вот это тоже главное. Для меня важно, чтобы это было не что-то такое, что вот давай там сладенькое что-нибудь. Нет, мне нужно именно то, как человек чувствует. Рискую ли я? Да, рискую. Потому что возьмут станки, им не понравятся, да и все. Они так скажут. Но лишь отчасти рискую. Потому что, скажем так, даже если это так, даже если оба они, и Антон, и Александр, этот станок зарубят, что маловероятно. Потому что, объясню почему. Потому что этот спорт для Александра слишком агрессивный, а этот мягче, есть шанс, что зайдет. Ну а Антон давно уже раскололся. HD34 мое все. Ты что, классный станок, там. А этот как раз вот с моей точки зрения между 34 и 89. То есть близко к тому, что в принципе привык Антон. Это еще одна причина, потому что он будет нюансы ловить, он их будет различать. Так что, и даже если оба зарубят, мне этот станок все равно не перестанет нравиться. Это во-первых. Во-вторых, это не отменит факта того, что было в первый раз и сейчас повторилось на четвертое бритье. На одной в первый раз и на одной щеке сейчас я получил воду вот из этого автошейфа крепостью 70 градусов. Значит, этот станок — это могет. Вот, ребята, такой обзор получился. Хлопцы, с Александром я уже разговаривал. Он, в принципе, предварительно свой одобрям сдал, сказал, что, говорит, если станок мне в руки попадет, то да, но смотри, ты там, если что, то я, говорит, молчать не стану. Это вот мне то, что надо. Они в печенку лезут оба. И Александр, и Антон, они не поверху проходят, и не в серединке остаются. Они до подноготной и вот так все по полочкам раскладывают. Вот что нужно. Если они вот с этого станка вытряхнут всю душу, вывернут и людям покажут, вот этого и хотелось бы. Я, конечно, не рассчитываю на видеообзор, потому что не тот, судя по всему, видео не пишут. Хотя если запишут, с удовольствием выложу на канале, парни, там хоть на телефон, хоть на камеру. Но если вдруг по каким-то причинам видео не получится, тогда хотя бы в письменном виде где-нибудь, чтобы можно было ссылку раз, и хлопцы, смотрите, вот там хвалят, там ругают, а вот там вот объективно. А то, что и хвалите, ругаете, все это будет, ребята, будет. Сами посудите, за всю историю России ни разу не было нержавых станков вообще, совсем. Ни в царской, ни в советской, ни во времена апокалипсиса 90-е, ни сейчас. Почему? Это же так очевидно. Но не было. Получается, старт, он на самом деле будет первый нержавый станок из нержавейки за всю историю существования России. Ебануться. Оба. Договорился до чего.
хлопцы, поправьте меня, скажите, что вот в таком-то году был нержавый станок. Иванов, успокойся, все нормально, для тебя уже делали. Я хоть спать буду легче. Так, ну ладно, ребят, смех смехом. Но в пятницу станки у меня будут на руках, и я думаю, что где-то в субботу или, ну, скорее всего, в субботу я смогу их уже показать. И не смогу удержаться, наверное, побреюсь еще раз. Ну а сегодня, наверное, это было последнее ежедневное бритье, потому что я сам себе все доказал. Да, 4 дня подряд я его не только могу выдержать, но и в принципе с адекватным результатом существовать. Ну а вы, кто посмотрел все 4 видео, наверное, сделали уже свои выводы, и для вас тоже уже кое-что стало ясно. Поэтому в следующий раз уже в субботу и нормально, и хорошо. Ну а в пятницу будет по пару. Вот и все. До новых встреч. Рад был вас всех увидеть. Берегите себя и постарайтесь оставаться людьми во всех ситуациях. Как бы вам не хотелось кого-то обмануть, как бы вам не хотелось кому-то гадость какую-то сделать, как бы вам не хотелось кому-то насолить или еще там что-то. Когда человек остается человеком, это всегда красиво. Красиво и по-мужски. Ну вот я думаю, что так было бы правильно. И я стараюсь в своих действиях так руководствоваться. И тем людям, которые к нам залетают на огонек, тоже советую об этом не забывать. Ну все, пока-пока, до новых встреч, до субботы.